Друзья, все вы знаете, когда-то давно, но не очень, на границе 19 и 20 веков в мире и в Европе почему-то случился невероятный подъем культуры, искусства, в том числе изобразительного искусства. И в это время творил, в числе прочих, теперь уже очень известный чешский живописец Альфонс Муха. Он в основном рисовал театральные афиши, был театральным художником. Считается, что его главной музой была Сара Бернар великая, самая известная актриса из всех времен. Так вот, по мотивам картин того самого Альфонса Мухи сделали карты. Они так и называются – Таро Муха. Карты очень женские. Мы будем на этих картах вам делать предсказания и пророчества о судьбе на июль 2022 года. Карты женские. Вообще Муху вдохновляли именно женские образы. Героиня почти каждой его картины – это женщина. Молодая, красивая, здоровая, нарядная и очень довольная жизнью. И иллюстрации на этих картах тоже воспевают женскую красоту, спокойствие, женскую мудрость, может быть, плодовитость, фертильность, достаток, щедрость, в общем, то, что должно быть всегда у женщины с большой буквы. Вот они, я вам представляю. Для меня это новые карты, хотя я уверена, что вы их где-то могли видеть. Это популярная колода. Почему женская? Здесь больше, чем обычно женских образов. Так, например, вместо дурака здесь дура, ну или дурочка. Вместо мага магиня или фея, как нам привычнее. Вместо дьявола дьяволица, ну и так далее. В общем, вы поняли. Кстати, заметьте, как из-за этого меняется значение, смысл слова, правда? Дьявол и дьяволица – это все-таки для нас достаточно разные вещи. В целом же про июль я вам всем про любой июль расскажу. Почему, не спрашивайте, не хочу вас перегружать обилием терминов астрологических, но с астрологической точки зрения любой июль. 4 позиции есть. Первое – это время интуиции, это время, когда нужно слушать интуицию и менее доверять логике. Второе – июль. Везучий месяц, представьте, везучий. Это время, когда стоит рассчитывать на удачу, то есть пускаться в какие-то рискованные мероприятия, предприятия, потому что удача есть. Третье. В июле не стоит заниматься делами, которые вам не нравятся, которые вам не по душе. Мы все имеем несколько такую размытую и непостоянную волю, нет постоянно включенного волевого момента в июле. Поэтому делайте то, к чему у вас лежит душа. Заставить себя через «не могу» или через «не хочу» все равно не получится. Все подобные начинания, которые требуют концентрации волевой, лучше перенесите на другое время. Там, не знаю, ну хотя бы на август, хотя про август отдельный будет разговор. И четвертое. Июль – это ни в коем случае не время войны. Затевать какие-то сложные выяснения отношений, судебные процессы, раздел имущества в июле не нужно, категорически не показано, потому что, скорее всего, войны эти будут бессмысленны. В июле звезды так стоят на небе, мы не умеем рационально, разумно и экологично конфликтовать так, чтобы действительно что-то свое унести, что-то полезное для себя из этой войны вынести. Пусть июль будет мирным для вас. Я вам вот так вот дистанционно, заочно и заранее, мы не видели для вас карты, но желаю счастливого, везучего, теплого июля. Великолепному Овну 3 карты на работу. Таро Мухи. Позадавайте картам ваши вопросы, чтобы это общее гадание стало более вашим, более личным, чтобы рассказанное картами было больше похоже на вашу собственную, такую
разную жизнь. Итак, про работу вам расскажут. Так, начинается история с четверки кубков. Четверка кубков, карта достаточно пассивная. Она говорит о вашем нежелании работать, например, о вашем нежелании с чем-то соглашаться, что-то принимать, куда-то ехать или с кем-то сотрудничать. А четверка кубков говорит, что Овну в работе, в бизнесе что-то покажется ненужным, что-то покажется лишним. Иногда четверку кубков называют картой лени. Совет карты: не пропустите подарок судьбы из этой вот пассивной позиции. Возможно, есть опасность отказаться от действительно ценного. Что действительно ценное может быть про работу? Может быть, вы откажетесь от интересного предложения о работе или о бизнесе, потому что не сочтете его интересным. Знаете, по четверке кубков вы, например, можете отказаться от новой работы, потому что и нынешняя вас вполне устраивает. Знаете, как бы от добра добра не ищут. Но все равно стоит присмотреться, может быть, это не такие уж сравнимые варианты. Далее про работу. Восьмерка пентаклей. Собственно, карта это так и называется, работа. Она говорит про ваш труд, каждодневный, рутинный. Это набор ваших обязанностей профессиональных. Восьмерка пентаклей, карта ремесленников или карта ремесла. Она говорит, что вы будете учиться, наращивать профессиональные навыки, придется что-то осваивать, впрочем, с достаточным интересом. И эта же карта советует вам посвящать работе время, душевные силы, разные собственные ресурсы. Восьмерка пентаклей обещает новую работу, очень хорошую, понятную, содержательную, полезную, может быть, не только вам, но и людям, и работу с хорошей зарплатой. Видите, вот эти две карты соседствуют, поэтому возможности отлично поработать, хоть и тяжело, появляются, а у вас может не появиться желание это делать. И десятка мечей. Десятка мечей здесь страшная такая вот иллюстрация на карте, и она уместная, в общем, оправданная. Эта карта называется кризис. Определенный кризис профессиональный, который касается работы, прибыли, может быть, как раз реализации вашей. Десятка мечей может вас преследовать и в отношениях с начальством или с коллективом. Набор вот из этих трех карт весьма и весьма негармоничный, такой противоречивый. То есть первый вывод: в работе будет мало естественности, будет мало естественного хода событий. Ваши планы могут нарушаться по-разному. Из-за вас самих, потому что вам будет куда-то лень протянуть руку, постараться поучаствовать в конкурсе на новую должность, написать какое-то соответствующее заявление, например, с просьбой начальству. Есть какой-то участок времени в этом июле, когда вы просто просидите, сложа руки. Что-то непременно пропустите, иначе бы эта карта здесь не появлялась. С другой стороны, если мы говорим о работе, именно тело работы, это то, что вам нравится, то, что вы обязаны делать, то, что приносит овеществленный результат вашего труда, с этим все как раз хорошо. Есть определенная стабильность. Еще по этой карте идут обучение, ученики, мастера. Вот. И в то же время, откуда ни возьмись, появляется неприятная ситуация, по-настоящему кризисная. Это история, событие, происшествие, которое что-то заканчивает для вас. В самом дурном, конечно, проявлении
Это может быть конец работы, конец бизнеса. Причем, знаете, такой противоестественный. Вот рассмотрите эту страшную иллюстрацию на карте. В происходящем ведь ничего естественного нету. Это может быть увольнение вследствие внезапного конфликта под влиянием каких-то сложных, не всегда уместных эмоций. Разный месяц в работе, достаточно разный. А совет десятки мечей – приветствовать эти перемены, какими бы они болезненными теперь не были, потому что закрывается одна дверь, как известно, открываются какие-то другие. Даже если потеря работы случится с вами, то наверняка впереди вас ждет нечто лучшее. И вот если вы ищете сейчас новую работу, у вас есть возможность ее найти. Скорее всего, даже очень неплохой, но будьте внимательны. Скорый конец у этой затеи виден. Например, вы можете выйти, и вам что-то не понравится с самого начала, в первые дни, и вы хлопнете дверью, буквально не проработав и неделю. Эта работа может оказаться, не оказаться, а показаться вам сильно иной, не такой, какую вы ожидали. Теперь деньги, ваша денежная история. Туз кубков, подарок вас ждет денежный. Однако мы можем порадоваться за вас, но часто так считают, что туз кубков описывает подарки более нематериального свойства. Это может быть какое-то благополучное, очень радостное разрешение сложной денежной истории, когда вы... Это может быть спор о деньгах, прекращается великое примирение с кем-то, с кем вы не могли деньги поделить. То есть туз кубков – это, безусловно, карта очень-очень хорошая, однако суммы денежной, вот именно в руках, у вас может при этом не оказаться. Вот представьте. То есть вы успокоились на тему денег, разрешается какая-то проблема, но это не обязательно прибыль, вот, в буквальном смысле. Карта очень чувственная, она описывает хорошие эмоции на тему денег. Но не сами деньги. Вот что я хочу сказать. Вторая. Маг. Ну что ж, это тоже очень хорошо. И карты хороши в сочетании. Это уже ваши возможности. Ваши поступки, связанные с деньгами. Что-то вы будете большое делать, предпринимать, связанное с деньгами. Покупать, продавать, как-то менять систему доходов или систему расходов. Все волшебство, все ресурсы, все силы в ваших руках. Карта здесь описывает ваше влияние на собственный кошелек. И это актуально, наверное, для овнов, потому что овны, как известно, чудес не ждут, все любят делать сами. Вам представится случай буквально какой-то подвиг совершить ради своих денег, ради заработков. И это неплохо. Кроме того, маг, но у нас карты женские, поэтому здесь магиня. Магиня – это фея, которая к вам прилетает, чтобы сделать вот этот вот самый подарок. То есть карта может описывать для вас удивительную, внезапно взявшуюся и мощную помощь финансовую от какого-то человека. Буквально фея. Знаете, вот по этим картам маг и туз кубков мы видим эту сценку. Прилетает фея, взмахивает волшебной палочкой, карета наоборот, тыква превращается в карету, Золушка оказывается в восхитительном платье и так далее. Вопрос только в том, в какой роли вы окажетесь. Либо сами в роли феи и преподнесете кому-то подарок, кого-то вот так вот одарите, неожиданно, может быть, даже для себя. Либо вы эту самую фею дождетесь. В любом случае, эта карта хорошая. Это чудеса, это подарки. Судьба вас одаривает возможностями денежными, каким-то волшебством,
чтобы вы могли поменять свою финансовую жизнь. И сюда еще у нас будет вот семерка жезлов. Это тоже карта очень деятельная, такая хлопотная. Она продолжает тему вот этого мага, вот этой вот магини. Вы многого добьетесь в деньгах, сможете хорошо заработать, выгодно что-то купить или продать, если абсолютно поверите в себя. Обе эти карты, вот эта семерка, карта маг, это карты эгоистов, воинов и борцов. Они предполагают какую-то максимально активную позицию, максимально эгоистичную даже, решительную. Общий совет карт такой: вам в финансовом смысле под силу все по плечу. Будут высшие силы помогать, но и вы сами должны быть буквально очень оптимистично, победно настроены. Вот эта карта называется доблесть. Вы должны себя ощущать таким вот героем, который всех победил и обошел все препятствия. Строго денежных карт, где бы мы могли вот так вот потрогать, прямо почувствовать, ощутить денежные суммы, здесь нет, представьте себе. Да? Поэтому размеры ваших доходов и профитов мы здесь не посчитаем. Тем не менее, предсказания и советы очень понятны. Дерзайте. Здесь такой вот призыв у карт. Дерзайте, не бойтесь рисковать, например, деньгами, делать какие-то инвестиции, вложения. Максимальная храбрость должна быть. Смелость берет города. Награда. Какая-то награда за финансовую смелость. Видите, награда за финансовую смелость. Это риски. Теперь любовь, конечно. Пятерка мечей. Первая карта про любовь. Ссоры, конфликты в паре, которые у вас есть, а может быть, вы даже умудритесь и успеете с каким-то новым знакомым, с новым партнером своим поссориться. Опасная карта, она описывает любые некрасивые ситуации, связанные с людьми. Это и зависть, и ревность, и чьи-то претензии, и возможность или необходимость ругаться. Это ваша мстительность, желание наказать, например, партнера за плохое поведение. В общем, все, чего не должно быть между людьми, тем более в романтических отношениях, это вот все пятерка мечей. Карта появляется всегда как совет, она рекомендует никакую войну не затевать, не предъявлять претензий никому вообще, потому что в этой схватке победить невозможно. А если кто-то станет нападать на вас, ну вы знаете, что делать. Игнорировать, не реагировать. Применительно к любви это ссоры между возлюбленными или между супругами. Ссоры, знаете, такие пустые, крайне неприятные. Ну вот, например, на почве ревности. Что может быть отвратительнее и в то же время бессмысленнее, чем выяснение отношений вот каких-то связанных с ревностью. Поэтому вот, конечно, за этим нужно следить. Далее, десятка жезлов здесь говорит, что овнам будет достаточно трудно в отношениях, достаточно трудно. Трудности, может быть, такие здоровые, правильные, потому что вы их взвалили на себя сами. Но в гаданиях на любовь десятка жезлов не бывает хорошей. Она говорит, что все-таки несовместимость есть у вас с вашим избранником. Может быть, она более какой-то очевидной станет. Вам будет труднее, вам сложнее будет подстраиваться, может быть, избегать вот этих вот манипуляций или нападок, или критики. Вам будет трудно, кому соответствовать, кому терпеть. Поэтому десятка жезлов, с одной стороны, советует все продолжать, потому что, видимо, вы какую-то свою ношу несете, которая не тянет. Вы знаете, что свои отношения, которые очень близки к сердцу, какими бы трудными ни были, все равно свои, все равно нужны, все равно так просто от них не откажешься. И вот эта карта советует вам эти трудности нести, искать какие-то компромиссы,
в вашей паре. И в то же время встречный совет: смотрите, не надорвитесь. То есть терпение — это прекрасно, взрослость и ответственность — это прекрасно, но однажды можно сломать спинку. Не нужно думать, что вы всесильны. Например, не нужно думать, что вы в состоянии как-то развернуть вспять, то есть развернуть на 180 градусов вашу любовную историю. Если она у вас уже свернула не туда, идет не туда, не надо считать, что вы столько лишь своими силами, вот в одиночестве справитесь, что у вас хватит мудрости, времени и здоровья, чтобы на правильный рельс вытащить эту историю. Постарайтесь, но помните, что предел человеческих возможностей тоже какой-то есть. И про любовь. Ну вот, можно немножко выдохнуть. Это тройка кубков. Радостная, праздничная карта, которая, ну, в целом тоже про любовь. Однако обратите внимание, что на ней 3 человека изображено. И тройка кубков часто описывает любовный треугольник. Вот представьте. А в сочетании с соседними картами это очень даже возможно. Почему вы ругаетесь? Почему вам так трудно? Потому что есть, ну, может быть, не очевидная, но какая-то конкуренция. Если абстрагируемся от плохого значения карты, если нет треугольника, нет риска, что ваш избранник выберет не вас, то карта тройка кубков описывает просто праздник. Это свидание, любовные встречи. Она отвечает «да» на вопрос, например, такой: продолжатся ли наши отношения? Вот если вы сейчас в паре, вы можете так спрашивать: продолжатся ли наши отношения? И вот эта троица карт вам говорит: да, отношения, безусловно, продолжатся, вы будете встречаться, вы будете проводить время, и, в общем, как местами неплохо, но и вам придется стараться, и очень близко возможность поссориться. Здесь, знаете, такой я вижу двойственный сюжет, такая сложная очень драматургия. С одной стороны, тройка кубков — это люди, которые рады друг друга видеть, и между ними, безусловно, есть чувства, а с другой стороны, постоянно друг друга критикуют, пытаются поддеть, и оба с двух сторон испытывают трудности коммуникативные. Это может быть вместе тошно, а врозь скучно. Вот так вот про это говорят. Но карты не самые крупные. Я здесь ничего фатального, сильно большого про любовь не вижу. Скорее, карты описывают историю, которая уже у вас есть, и вот она так длится. Это и брак, может быть, и просто ваше встречание. А если вы ищете нового романтического знакомства, оно вполне себе может случиться тогда в каком-то увеселительном, например, месте, в гостях или среди друзей, ну, в общем, в составе с компанией, с какой-то, да, с какими-то другими людьми. Будете пользоваться вниманием, спросом, так сказать. Однако вот это новое знакомство тоже может оказаться довольно тяжелым для вас, местами обидным даже. Но вам выбирать, насколько вам это нужно. И теперь дом, семья, родственные отношения, ваша приватная жизнь. Ага. Для дома паж пентаклей. Пожалуйста, познакомьтесь, ловите. Просто хорошая карта. Просто хорошая — это самая денежная карта, которая говорит, что в доме появится больше денег. Для дома, для вашей семьи новости о деньгах. Это могут быть ваши новые заработки или кого-то из людей, с которыми вы делите быт. Это могут быть просто общие прибыли, какие-то притоки в ваш семейный бюджет и выгодные покупки. А также паж пентаклей, еще и, конечно, карта фигурная, поэтому это человек, появление какого-то человека достаточно молодого, ребенок может быть подросший, кстати, вот, который принес первую зарплату. Или наоборот, который принес вам новость с большой суммой, сколько теперь за новый университет придется платить. Поэтому человек, новость и хлопоты о деньгах, впрочем, приятные. 8 мечей
карта не свобода. Вот здесь вот мы видим, что героиня, вот эта вот девушка, связана по рукам и ногам. Картинка довольно страшная. Вынужденные решения, связанные с деньгами, она описывает, или с домом. Вынужденное давление, интервенция, мнение других людей. Вот это определяет вашу жизнь дома, в семье. Это карта, конечно, эмоционального насилия, из которого нужно выпутываться. Вот именно по этой карте кто-то дома на вас давит, заставляя принять определенное решение. Крупное, например, переехать или не переехать, а может быть мелкое какое-то там на уровне, знаете, смены мебели. Но в любом случае совет восьмерки мечей быстренько от этого давления и от этих умников избавляться, потому что дальше будет хуже, если сейчас не выпутаетесь. Смысл карты такой, потому что за ней девятка пойдет и десятка. Ощущаете, к чему мы приближаемся? Если вы сейчас не пресечете вот чье-то вмешательство в вашу жизнь, давление, то позже будет это сделать намного труднее. И еще, кажется, у нас появляется как раз герой, который вот и давит, от которого мы хотим освободиться. Король мечей. Буквально, дословно, мужчина, которого надо будет послушаться. Фигура мужская, это может быть и ваш муж, который вдруг принципиально вмешивается в ваши дела или что-то пытается самостоятельно решать дома, в основном связанное с деньгами, конечно. Это может быть ваш отец, любой мужчина, старший в семье, например, или тот, который всех кормит, поэтому всеми распоряжается. Наибольшее внимание карты обращают, конечно, на денежные вопросы, но это и большие, сильные эмоции, но связанные опять-таки с деньгами. Иногда король мечей не принадлежит к вашей семье. Этот человек снаружи, извне, но он все равно решает для вас вопросы, связанные с жильем, с недвижимостью. Это может быть кто угодно, от председателя ТСЖ до, скажем, какого-нибудь бывшего собственника, который вам иски вчиняет. Совет карты такой. Этого человека нужно заметить, его требования нельзя проигнорировать, и его лучше послушать в известных границах, конечно, если это не принципиально противоречит вашим интересам. Кстати, если вы в июле планируете создать новую семью, например, с кем-то съехаться, с каким-то мужчиной вместе жить, то присмотритесь к этой идее внимательно, потому что это может быть приход в вашу жизнь или в ваш быт, что ли, в ваш дом нового человека со своим уставом, со своими порядками. И, возможно, с самого начала нужно будет разобраться, кто здесь хозяин и кто чего стоит. Спасибо.